Привет, с вами Светлана, и вы на моем канале. Давайте посмотрим, что решил, вам еще не сказал, да, решение мужчины о вас или ваших отношениях. Задумайте мужчину, загадайте. Чем лучше задумайте, тем лучше, больше вероятность, что это будет ваше. Можете написать под видео цвет глаз, цвет волос, знак зодиака. Можете поставить смайлик, сердечко, цветочек, написать комментарий. Можете написать «принимаю», если понравилось. Итак, давайте смотреть, как видят высшие силы ваши отношения. Да? Давайте смотреть, что у вас. Ну, тут онлайн что-то. Тут, девочки, тут смотрите, мужчина, скорее всего, из другой страны или другой веры. Вот между вами большое расстояние, вы на расстоянии, вы ему очень нравитесь как звезда, он говорит вам много комплиментов, он, знаете, вот такой добрый, нежный, удивительный, действительно он вами восхищается. Но общение онлайн, тут нереальные отношения, тут отношения на расстоянии. И произошла какая-то башня. Что произошло по башне у нас? Мужчина ушел в тишину. Мужчина ушел в тишину, вдруг резко, неожиданно. Хотя до этого, да, рассказывал и признавался в любви. И рассказывал, что вы звезда, и какая вы замечательная, и какая вы яркая, и какая вы красивая. Себя позиционировал как короля Пентаклей, взрослый, серьезный, обеспеченный, хорошо стоит на ногах. Рассказывал вам, возможно, люблю, люблю, трамвай куплю. Но вот вдруг неожиданно пропал. Что у него в голове? Давайте смотреть. В голове что у нас тут? Какие-то сомнения, какие-то страдания, далеко вы от него. Но опять же, да, не знаю, что делать. Между нами последнее время какое-то отчуждение. Да, она прекрасная женщина, и я хотел бы быть с ней, но что-то у нас ничего не выходит. Имеют ли смысл эти отношения, имеют ли смысл эти письма? Я не знаю, стоит ли ей писать, стоит ли ей звонить, и получится что-то из этих отношений или нет. Тут мужчина у нас как бы, знаете, вот засомневался. А почему? Почему ты у нас тут? Для себя хочу выяснить многое, для себя хочу прояснить. Думаю много. Обижен. Возможно, знаете, тут есть обида. Тут, если, знаете, особенно если это иностранец, и вы общались, допустим, с помощью, ну, я не знаю, Google переводчика, да, то тут, знаете, могут быть сложности перевода, как говорится. Вы хотели сказать одно, а получилось, переводчик перевел другое, и получилось совсем не так. Или наоборот, он хотел вам сказать одно, а переводчик перевел другое, контекст немножко поменялся, и вы ему ответили не впопад. Тут, знаете, вот что-то произошло, да, какое-то недопонимание, после какого-то, у которого возникла обида между вами и непонимание вообще смысла, стоит ли дальше все это продолжать. Вот как-то так. Вот такая ситуация. Напишите, чья она, у кого так получилось, и что вы имели в виду, а что понял мужчина, или наоборот, что он имел в виду, а что вы поняли, после какой точки, после какой началось охлаждение. Да? Тут охлаждение началось после какой-то точки. И это, возможно, был какой-то разговор. Да, ну если вы... И этот разговор, как бы, знаете, вот недопонимание, заблуждение какое-то, и получилась обида. У вас обида, возможно, у него обида. И вот тут резко мужчина закрылся. Возможно, вы перестали писать. Вот такая вот ситуация. Пишите, чья она, почему у вас так вышло. Мне очень важно, я читаю все комментарии. Мне очень важно, как отыгрываются у вас мои расклады. Жизнь такая многогранная штука. Что у него в чувствах к вам? Две карты, хорошо. Ну тут... А я не думал, что она такая, она закрылась от меня, а я не хочу ей тоже ничего больше рассказывать. Обида, обида какая-то, обвинение вас в том, что вы неправильно поступили, или, возможно, даже, знаете, вот нежелание теперь общаться. А почему?
Все сложно. Все сложно. Какой-то резкий ваш ответ или резкое охлаждение. Все было хорошо, и вдруг все изменилось. Непонятно почему, а я не думала, что она такая. Ну тут да, тут явно у мужчины каша в голове. С одной стороны, вы ему вроде бы как и нравитесь, и хотел бы он дальше продолжать переписку, да, или общение. А с другой стороны, вы ведете себя холодно, саркастически или повели. Или там, знаете, какие-то замечания ему делали, которые ему не понравились. Включили сарказм. И мужчина, да, она изменилась. Она раньше такой не была в начале переписки. Или там в начале общения. И мне это неприятно. Я не знаю причины, я не хочу так. Вот как-то так. А что на подсознании? Ну, вы тоже, скорее всего, разочаровались в этом человеке. Ага, на подсознании девятка пентаклей. То есть яркая, красивая, с характером, что-то делает мне назло, показывает свой характер. Подумаешь, какая, да, вот, ну и ладно. С одной стороны, да, он восхищается вами, вы ему нравитесь, красивая, умная, интересная. Но с другой стороны, он понял, что у вас есть характер, и что вы можете ответить, и что у вас есть зубки, которые вы можете показать, да. И как бы вот он, ну, я не думала, что она такая, много о себе мнит. Такое тоже может быть. В отношениях мне интересно, чтобы я был главным, чтобы я был ведущим, чтобы меня гладили по шерсти. Ну, возможно, вы перестали ему рассказывать, как он вам нравится, говорить ему какие-то комплименты. Перестали ему показывать, как, ну, знаете, вот мужчина требует вот по шестерке жезлов восторга, чтобы им восхищались, чтобы ему рассказывали, какой он умный, добрый и удивительный. А вы в какой-то момент, возможно, перестали это делать, начали, возможно, его немножко осаждать, да, ну, возможно, чересчур уж, как павлин перья распустил. И вот он обиделся, мы гордые, закрылся. И вот какая-то такая ситуация. И что же он решил? Давайте посмотрим. Что же он решил? Как будет, так будет. Ну, тут мужчина решил сделать паузу. Тут мужчина решил сделать паузу, подождать. Он надеется, что если он будет молчать, то вы будете первая проявляться, вы не захотите быть одна, вам нравятся эти отношения, да, вас в себя уже влюбил по рыцарю кубков, да, и теперь вот он, возможно, это, да, даже такая вот, знаете, уловка, посмотреть, насколько сильно вы увязли в этих отношениях. То есть он замолчал и теперь ждет, что из этого получится. То есть решения пока нет. Он смотрит на то, что будет дальше. Откроете вы первое эту дверь, не откроете, как ему дальше себя вести, насколько вы к нему привязались. А любит ли он вас? Тут какой-то холодный расчет, я даже не знаю. А любит ли он вас? Такое чувство, что человек, знаете, переписывается ради собственного удовольствия, потому что недополучает внимания где-то женского. А тут это внимание ему на блюдечке. И именно ваше внимание, ваш восторг и ваше восхищение ему нужно, ваша любовь. Вот и все. И как только источник иссяк, да, ему стало неинтересно, любит ли он вас. Луна. Вы ему нравитесь. Вы ему нравитесь. Но он злится на вас за то, что формат общения поменялся. Надеется все вернуть в то русло, которое ему было необходимо. Да, тут мужчина, да, эмоциональный, скажем так, вампир, да, ему нужно восторг, ему нужны ваши слова красивые, нужно ваше внимание, возможно, у кого-то виртуальный секс, да, а как только вы это вот стали вести себя самодостаточно, как девятка пентаклей, мужчина поменял свое отношение, поменял тактику, затаился и хочет, чтобы вы проявились первое. Тут действительно, как бы, да, он любит себя, скорее всего. Да, вы ему нравитесь, но как бы в этих отношениях он преследует именно вот
Такие отношения, чтобы вы отдавали ему свой ресурс, свою энергию, свою любовь. Ему это необходимо, он этим пользуется. Ну, напишите, чей это мужчина, и что у вас произошло, почему вы так резко поменялись, как девятка пентаклей. Ага, ну я тебе устрою. Да, где-то так. Что он такого сделал? И планируете ли вы дальше продолжать эти отношения? Потому что мужчина хочет продолжать эти отношения, но по своим правилам и на своих условиях.